Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Расклад Таро. Что случится? Что произойдет до конца февраля? Давайте узнаем, что ожидать. Этот расклад я решила сделать срочно, несколько раньше. Обычно это делаю в конце месяца, но здесь смещаю график. И именно потому, что вторая половина февраля богата на планетарные транзиты. Это время перемен, в котором мы с вами живем. Поэтому самое главное, будем добрее и милосерднее к самим себе, к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот давайте рассмотрим советы карт с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Много планетарных транзитов. Подробно не останавливаюсь, вы можете прочитать на моем сайте «Петля реальности», так я назвала последнюю статью, все ссылки в описании под видео. Итак, что же там случится, что произойдет для водолеев? Первая карта. И вторая, что вас удивит, что для вас, быть может, станет неожиданным. Но, может быть, это связано и с кем-то, да, именно с человеком. И к чему приготовиться, к чему все идет. А что изменится? Что изменится, возможно, резко или будет связано с какими-то неожиданностями? Давайте узнаем, что будет дальше, что будет продолжаться. И карта совет, которую откроем в самом конце. Что случится, что произойдет? Праздник, мои дорогие. Может быть, важная встреча. Или когда все-таки трое, да, когда вам нужно решать какой-то вопрос, вас что-то будет радовать, это точно. Какой-то позитивный настрой он присутствует, но это, может быть, взаимодействие будет касаться не с одной персоной, а с двумя. Но так или иначе, есть повод для радости. Давайте узнаем, так что же, с чем это связано, что там случится, что произойдет. А вы какое-то однозначное решение принимаете. Или когда вы получаете информацию, туз мечей, это когда путаница какая-то заканчивается, когда что-то, вопрос сам по себе проясняется. Или вы его проясняете, такое тоже не исключаю, но ведь это может быть связано с решением конкретного человека. Или когда меняются положения, или когда у людей, у конкретных, что-то изменилось, но вам это каким-то образом помогает, и вы узнали новость и понимаете: ага, а это для меня как какой-то вариант или какая-то возможность. Следом за этим что случится? Вам это придется продолжать какое-то время, как будто ухаживать за чем-то, да, у нас буквально сад. Пришла эта колода ведьмочек, пришла наша ведьмочка в сад, проверить, можно собирать урожай или нет. Вот как будто нет, не созрело, нужно еще ухаживать, да. Вот и у вас что-то будет продолжено. Может быть, вы будете даже этому рады, потому что явно тут как взаимоотношения могут продолжаться, работа может продолжаться и конкретно возможность заработать денег. Причем очень хороший эквивалент. Поэтому не отказывайтесь от своей мечты, мои дорогие, любимые водолеи. Здесь, знаете, у нас время, вот, наверное, мы как раз в момент перехода и находимся во вторую половину февраля. Вот только представьте, тут действительно будет что-то продолжаться. 14 февраля, пару слов скажу. Это у нас Сатурн, планета кармы, мы говорим, да, Кронос– это владыка времени. Значит, тут не случайные события происходят. Вот то, что происходит вокруг вас, в обстоятельствах, в жизни людей, вас окружающих, вам это складывает какую-то хорошую перспективу. 16 февраля Нептун, планета, которая противоположна по энергиям вообще, да, это как жизнь через ощущения. Если Сатурн– это четкие рамки, границы, порядок, а Нептун– это наоборот, никаких рамок, никаких границ. Это то, что, ну, где-то эфемерно на уровне интуиции. И вот такое соединение 16 февраля, оно бывает один раз в 36 лет. На этом не заканчивается, все только начинается 17 февраля. Солнечное затмение открывает коридор затмений, который продлится с заходом на март, до 3 марта. Вот представляете, сколько событий. Это вот, понимаете, как какая-то кульминация и возможности. А для вас, мои дорогие, раскрытие вашей индивидуальности. Причем такое, когда таланты вы можете раскрыть, какую-то возможность вы можете получить. И в конечном итоге это более такой материальный эквивалент, конкретно денежный. Что вас удивит? Опять же, работа, денежная тема. Может быть, жалование побольше, у кого-то дополнительный доход.
или как источник дохода вы искали, и здесь у вас что-то получается. Может быть, на первых шагах, но это вселяет и надежды, и вы видите, что, ну да, вот именно эту стратегию, тактику нужно продолжать. И карта нам говорит: работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому терпением все-таки запастись нужно. Что у вас удивит, что будет неожиданно. Вам придется чему-то учиться, будьте этому готовы. И у кого-то это учеба, которая, как мы изучаем языки. У кого-то, может быть, вы осваиваете новый ресурс. Или когда вы учитесь тоже взаимодействовать с кем-либо или с чем-либо, как новые знания приобретаете, новую профессию приобретаете. Кто у кого-то онлайн-курсы. Вот и правда, курсы иногда и проходят. Вот тут, знаете, все то, что мы узнаем, это не есть только ради любопытства. Тройка Пентаклей нам говорит о том, что ну, помимо того, что эта карта олицетворяет работу в команде, поэтому вот смотрите, 2 тройки. Тут, правда, есть взаимодействие с какими-то для вас важными людьми. Или назовем это с важными составляющими. И в этом-то и есть, мои дорогие, прогресс. Прогресс к изобилию, процветанию или к денежному, ну, совершенно другому состоянию жизни. Но быть готовым к тому, чтобы где-то и договариваться придется, изучать что-то придется. Но для вас это раскрытие ваших талантов. Слушайте свою интуицию. Карта Верховная Жрица– это та, которая ведущая, та, которая знает. И пусть у нас период такой, ну, вот даже те транзиты, которые я перечислила, уже они нам дают основание думать, что правда, что-то может перевернуться с ног на голову. А для вас в этом прогресс, мои дорогие. Но ваш интеллект– это особая тема, поэтому то, что вы можете предчувствовать, внимание, потому что Верховная Жрица, то, что пока еще не укладывается в рамки бытия или в рамки того, что вот как сейчас есть какая-то возможность, которую можно буквально осуществить. Это какая-то более далекая дистанция. Но не предавайте свою мечту, не предавайте самих себя. Тут, может быть, и придется что-то видоизменить, потому что аркан жрица об этом и говорит. Если нужно, мы как будто оп и растворились, словно так шапку-невидимку надели, значит, будут те вопросы, от которых вам нужно будет уходить. Быть гибче– это факт. Или отойти как будто в тень, в чем то не участвовать. Поэтому вот ваша интуиция и ваш интеллект вам будет давать правильные советы. Давайте еще одну карту. Что вас удивит? Умеренность. Правда, тут будет продолжаться. Вы, допустим, думали, что какое-то дело у вас завершится за более короткий срок. А здесь нет. Баланс опять же, да? Мы только об этом с вами сказали. 2 старших аркана. И поэтому вот займите такую тактику, позицию, да. Обратите внимание, наша ведьмочка, колода ведьмочек, стоит на одной ноге, баланс держит. И один глаз она прикрыла, а как будто вторым наблюдает. Вот у вас что-то такое буквально вас удивляет явно. Какая-то возможность, но вы четко понимаете, что мне сейчас вот как что-то удерживать надо. Так вот, это вас может удивить. Вы сами себя можете удивить. Может быть, прежде вы бы не согласились на такое. Ну, может быть, участие в каком-то деле, участие в каком-то вопросе, или вы бы не рассматривали какие-то альтернативные варианты. Вот здесь от начала до конца сами по себе альтернативные варианты вас не просто удивляют, а неожиданно приходя в вашу жизнь, уже открывают новые перспективы. Ладно, давайте, так а что же, к чему приготовиться или к чему это все идет до конца февраля? А вот все то, что я сказала, явно какое-то взаимодействие с теми людьми, которых вы знаете хорошо. Ну, достаточно хорошо. Или те люди, которые в вашей жизни были когда-то тоже, да? Может быть, это какой-то проект. Будет это продолжено до конца февраля. Но здесь умеют договориться. Вообще, это очень добрая карта. Именно взаимодействие. Как обмениваются подарками. Обратите внимание. Как будто девушка, может быть, принесла подарок, да, вот цветы. Потому что явно как садовник у нас молодой человек. И он ей тоже дарит вот этот цветок. Какой-то другой. Поэтому тут явно есть взаимодействие, и 2 кота, и 2 человека как бы у нас. Поэтому все то, что я говорила, вот это будет продолжено. И, может быть, это даже то, что вы бы очень хотели, но тем не менее в каком-то ином ключе. Ну, давайте узнаем, так к чему же там приготовиться? Вам, правда, будет придется где-то себя настроить на ту волну, что вам нельзя конфликтовать.
Ну, вот это как задача номер раз. Для вас именно нужно договариваться, не создавать конфронтации. А если вы оказываетесь, мои дорогие любимые водолеи, в такой ситуации, знаете, вот есть фраза, да: "Двое дерутся, виноват третий". Вот не окажитесь этим третьим, правда. Тут вот я с самого начала говорила, как будто 3 персоны. Ну, может быть, какой-то вопрос по работе даже, да. Есть вы, есть один руководитель и есть там еще второе какое-то звено, да, или руководитель руководителя, или немножко пониже. У кого-то это может быть, ну, где-то личной жизни касается, да. Может быть, нам и придется быть словно между двух огней. Вот это, кстати, не исключаю. Но у вас аркан Верховная Жрица. Ей все равно, это карта независимого человека. У нее есть свой план, и она никому не позволит это нарушить. Скорее всего, если она видит, что какая-то спорная ситуация, она просто в ней не будет участвовать. Вот вам сразу и совет. Ладно, давайте еще узнаем. Да точно. К чему приготовиться? Это не просто какая-то дистанция в месяцы, мои дорогие. Для вас это выбор правильного направления лет на 10-20. Вот будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг вас, с кем вы общаетесь. Это могут быть контакты с этими людьми, которые будут тоже продолжены на долгий период времени. Вы с чем-то можете определяться, как и по творчеству. Не отказывайтесь. Если первые шаги вам такого, знаете, вау, успеха не приносят, потому что все равно какая-то траектория, она будет продолжена на более далекий срок, и в этом будут ваши победы, новые возможности. Давайте тогда с вами узнаем, а что же, возможно, изменится резко, неожиданно, точно. Шестерка мечей. Мы отплываем от прежнего берега. Буквально, как этот берег может быть выжженной пустыней. Это ситуация прошлого, которая не имеет никакого значения, не оглядывайся назад. Это карта мужества, когда нужно мужество. Какие-то решения, когда мы принимаем, ну, наедине с самим собой. Потому что по этой карте тоже есть понимание абсолютно точно, что придется пройти какой-то путь, словно одному или одной, или осуществить свою мечту. Карта заслуженного успеха, вторая шестерка, любая шесть– это победа. Поэтому вот какая-то победа, она брежет на горизонте. Она еще не в ваших руках. Этот успех, он поэтому и заслуженный, что нам придется что-то продолжать. Вот какую-то работу, деятельность. По этой карте, правда, мы тоже изучаем. Мы изучаем что-то онлайн, потому что пространство, эфир, интернет идет. Для кого-то из вас, может быть, это вы определитесь, как вот что скоро изменится. Мне нужно срочно получить водительские права. Вот, кстати, запросто. Я иногда говорю, но опять же это в одной из моих статей есть. 3 важные ипостаси на и как и до конца 2026 года, так и на 7 лет вперед, когда Уран окажется в знаке Близнецы. Вот тогда, наверное, это 26 апреля будет. Вот тогда начинается все самое интересное. Или я могу допустить, там будет много неожиданностей, но это вот вам понравится, потому что вы можете чувствовать себя как рыба в воде. Нет застоя, нет какого-то, знаете, болота. И вашу индивидуальность, вот, наверное, уже туда, где-то май, июнь, июль и так далее. Ну, наверное, даже по максимуму это будет в самом конце июля или даже где-то август, сентябрь, октябрь. Почему? Потому что Сатурн до конца июля еще в тех же градусах, как и прежде. Поэтому мы тут еще что-то увязываем с прошлым. Может, мы и не хотим, но ну, оно так получается. Я могу предположить. Так вот, 3 ипостаси на долгий период. Мои дорогие, первое– это мобильность, второе– это интернет-доступ и третье– это финансы. По сути, у вас все эти энергии встретились в вашем раскладе. Карта заслуженного успеха, шестерка мечей, она в себе соединяет и мобильность, и интернет-доступ. Вот для вас это, да, вот что, возможно, изменится или скоро, неожиданно. Мобильность– это значит, если вы не водите автомобиль, значит, нужно продумывать дополнительные маршруты. И мы все же смотрим до конца февраля. У нас в конце февраля петля Меркурия, ретро-Меркурий. Мы знаем, что сбой в расписании, сбой в электронных системах самых разных, да. Поэтому был один маршрут, создайте для себя запасной вариант, какой-то запасной аэродром. Ну, а те, кто водит машину, будет
будут продумывать, может быть, или было бы неплохо проверить состояние техническое своего автомобиля, чтобы быть мобильным. Интернет-доступ. Это будет важно, потому что вы всегда можете найти нужную информацию, а у нас информационный хаос с вами на кону. Ну и, в принципе, это будет еще у нас ожидает много такой информации, которую нам придется фильтровать. Ну и третье, если мы говорим деньги, эта карта у вас выпала, и как будто на кону совсем близко получение новых возможностей, вот как минимум возможность, хотя у кого-то до конца февраля хорошая сумма. И когда одно из этих трех важных составляющих будет провисать, две остальные вам будут помогать. Поэтому кто-то задумывается, может быть, а мне нужно водить автомобиль, тогда у меня больше получится, и ваша жизнь изменится. Тут и статус изменится, и многое изменится. Вот примите такую подсказку для себя. Что же будет дальше? Информационного хаоса. Я всегда говорю, по этой карте будут вокруг вас люди, которых вы не можете изменить, да и не нужно. По этой карте люди, которые ненадежны, это правда, которые к вам имеют интерес. Вот вам придется фильтровать окружение и строить правильные социальные связи. Будут те люди, которые вас могут, знаете как, ну, вам будет приятно слышать то, что говорит человек. Или вы можете с конкретным человеком строить планы, но участвовать в вашей жизни он не будет. Он может о вас в любой момент забыть. Поэтому, может быть, и нужно быть на своей волне, мои дорогие водолеи, чтобы это было для вас неожиданно. Но и работать с информацией правильно. Что же будет дальше? Вот тогда мы какой-то шанс, рациональное зерно, возможность, мои дорогие. Может быть, кучу перелопатить этой информации, прежде чем вы выудите что-то ценное. Вот это будет дальше. Ваша аналитика. Будь готов, водолей, к неожиданностям. Вот что будет дальше. Будь готов собраться, отправиться, все то, что я только что сказала. Это вот так вот зненацку. Не собирался, и добре было. Але, вот это але, да, или но, мы говорим. Обстоятельства могут резко измениться, и от вас это потребуется, например, посетить какие-то инстанции, встретиться с конкретным человеком или оказаться в какой-то конкретной местности, чтобы и человека увидеть, или своими глазами что-то увидеть, подготовить какие-то документы. Но это будет именно связано с тем, что что-то приходит извне. Это не вы инициируете, это обстановка вокруг вас так складывается. Что будет дальше? Выбор и опять же драйв. Вот смотрите, это точно. Интернет-доступ, мобильность и финансы. Вот запомните на долгий период времени, потому что колесница, да, это выбор в первую очередь. Туда или сюда, или куда. Кто-то на выборе, на таком серьезном. Но ведь это тоже карта успеха. Перекликается где-то, хоть это и старший аркан, а это пусть младший, но такой очень весомый, 6 баланс. Мы говорим, и победа всегда 6 победа. И по нумерологии хотя бы, да, это вершина нашей деятельности или вершина приложенных усилий. Так вот, как будто все то, что я сказала, вот говоря об этой карте, в положении «что дальше?», вам карта подтверждает, что на самом деле для вас это будет, как и ваш выбор, выбор правильного направления на долгий период времени. Но и вот выбор-то никто за вас не сделает, поэтому будьте внимательны. Но в этом ваш успех нельзя упустить. Совет от карт. Давайте узнаем. Однозначно пятерка пентаклей, мелкая карта, не очень я ее люблю, потому что всегда как заноза, да, это недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Вот, может быть, вы пока смотрите этот расклад несколько раньше для тех, кто открыл, да, еще до того момента, пока у нас там до 14, да, время подойдет. Но примите к сведению, что все равно находить взаимопонимание с людьми разными вам придется, чтобы не было отсутствия взаимопонимания или какого-то, знаете, прекращения внезапного диалога. Вы должны быть, ну, иметь возможность как будто отступить полшага назад и что-то переиграть, переделать. Вот поэтому для вас запасной аэродром очень важен. И вот буквально сейчас будьте внимательны к финансам. Но здесь потребуется все же от вас финансовый баланс, потому что не потратить, может быть, слишком много или на что-нибудь такое эдакое, да это до конца февраля, да, а лучше сохранить эту сумму, потому что у вас на кону перемены. Давайте я еще одну карту совет, тем не менее, достану.
Ну точно, сохраняйте. Король Пентаклей – это очень прагматичный хозяин. Король Пентаклей – это где-то консерватизм. Вот у него с вдохновением сложновато, а у вас должно быть как раз наоборот. Но, мои дорогие водолеи, значит, вот сейчас, до конца февраля, вы строите свое благополучие, а это уже что-то осязаемое. Может быть, и нам и карты говорят, что если ты сейчас подушку безопасности выстроишь, то тогда для тебя твои планы, они заиграют как другими красками уже в реальности. Ну, деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром. Вот для вас это будет важно. Буквально такой совет. Для кого-то из вас это могут быть персоны, знаковые персоны. У кого-то это может быть даже человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Для кого-то это путешествие в банк, разговоры, может быть, насчет ипотеки, кто-то наоборот кредит хочет закрыть, да, и вот вы будете искать какие-то варианты, чтобы вот этой финансовой бреши не было. Но это опять же, это вот какой-то реализм. Еще одну карту совет. Ну, насколько можно давать совет водолеям? Вы же всегда как раз вы тем и сильны, мои дорогие, что вы можете рассмотреть то, увидеть, что не видит никто. Вот эту самую альтернативу. Но, видимо, как говорят, на старуху бывает пророха, не подзастрять в своем видении прошлого или в каком-то паттерне собственном конкретно, да? Как будто всего-то нужно от нашего человека полповорота головы, и ему судьба в виде вот этого служки приносит кубок наполненный. А он сидит, страдает и смотрит в эти 3 пустых кубка, как будто не действует. Вот поэтому какая-то ваша активность и рассмотреть альтернативные варианты. Мы об этом с самого начала только с вами и говорили. Не создать для себя, знаете, каких-то клише или каких-то табу. Не ставить перед собой каких-то жестких границ. Вот гибкость, она вам буквально во всем помогает. Потому что какой-то бесконечный, словно дождь, у вас должен закончиться. И заканчиваете вы его сами верными решениями, но и где-то прагматичным отношением к жизни. Вам придется действительно соединить, вот, может быть, с 14-го, 16-го возвышенное и земное, потому что возвышенное – это Нептун где-то в Овне, да, а земное – это у нас Сатурн в Овне. Вот и такая квинтэссенция может быть для вас 16-го, дальше в коридор затмений с 17-го и будет продолжать развиваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете чудесные, добрые комментарии, за то, что вы поддерживайте мое творчество и оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал. Я буду вам искренне рада. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.